Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ. Сегодня на обзоре у нас будет шуруповерт от бренда Людиви. Друзья, не знаю, как правильно читается это все дело, поэтому мне проще говорить Людиви. Я так и говорю. Кто знает, как правильно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Итак, распаковка. Смотрим. Первым делом нас встречает инструкция. Инструкцию я уже вижу, что это инструкция общая на весь инструмент. И посему такие инструкции я считаю просто макулатурой, никчемной. Так как ничего полезного мы с этой инструкции выудить не можем. Ну и вот наш весь комплект. Значит, сам шуруповерт, 2 АКБ по 7,5 ампер-часов, зарядное устройство, давайте посмотрим, насколько оно, ух ты, смотри, не такое уже легкое и пушистое, как в предыдущих старых моделях китайского инструмента, и уже у нас идет на 2 ампера. Ранее они шли, я помню, что, по-моему, на 1 ампер всего лишь. Вот. Ну и такая вот рукоятка. Сейчас я все это выложу на стол, и мы продолжим. Так, народ, выгрузил я полностью весь наш комплект на стол из коробочки. И давайте опять же смотреть. Ну, опять же, мы видим 2 аккумулятора по 7,5 ампер-часов. Друзья, если бы здесь было написано 18 вольт, 20 вольт, 21 вольт, все это одно и то же. Не задавайте таких, я бы сказал, глупых вопросов, подойдет ли аккумулятор 21 вольт на инструмент 18 вольт. Да, подойдет. Все это одинаковое. Просто это идет такой маркетинговый ход у продавцов. Кто-то пишет 21, кто-то 20, вот как Васай, а кто-то и 18 вольт, как Makita, допустим, да. Так, в комплекте имеется рукоятка. Рукоятка для того, что наш шуруповерт позиционируется как ледобур. Итак, сразу есть такой маленький минус, хочу указать. Вот наша рукоятка цепляется непосредственно за пластик. Пластик, в который вкручены саморезы. Вот эта вот часть, по-моему, металлическая, то есть у нас немножко цепляет эту часть и немножко пластиковую. Давайте посмотрим, как это выглядит. Да, вот этот вот выступ является упором. Упором он упирается вот сюда, вот в эту проточку. Ручка у нас симметричная, как для правши, так и для левши. Одевается очень просто. И самой рукояткой все это дело стягиваем, зажимаем. Ну, я сильно жать не буду, просто покажу вам. Вот. Видите, сколько у нас еще есть места. Я бы там никакого, допустим, упора не делал. Оставил данную рукоятку, чтобы она могла двигаться. Ну, то есть от края до края. Чтобы она захватывала полностью все. А не только какой-то там кусочек пластика и, по-моему, это металл. Вот это вот серенькое и металла. Ну, наверное, все это дело будет работать. Ничего нигде не выломается и не сломается. Пока снимаю рукоятку, она нам мешать будет. Что касаемо сборки. По сборке редко попадаются такие экземпляры, да, что даже, ну, практически глазом не видно шва. Не знаю, как на камеру. На камеру, если так вот, наверное, бликовать, шов виден. А так, ни пальцем, ничем, ничего шов никакой у нас не чувствуется. Ручка обрезинена. Возможно, мне попался такой экземпляр, но, возможно, будет полностью вся такая партия. Это большущий плюс. Очень красиво собрано. Так, что у нас имеется на кольце режимов? У нас 3 режима. Колечко у нас тоже прикольно сделано. Видите, такие вот под пальцы выступы с нарезками, что очень удобно. Итак, первый режим, режим сверления. Второй режим шуруповерта, в котором уже подключается кольцо наших усилий. И наши усилия от единицы до 20. Вот, единица 20. Переключается все тоже отлично, мягко, удобно и четко. И третий режим, конечно же, режим сверления с ударом. В этом режиме у нас патрон начинает ходить. Вот если мы переключим на шуруповерт, то патрон жестко становится. А сюда начинает ходить. Так, давайте послушаем звук. Сразу звук без усилия. И теперь усилие. Вот так он неплохо, друзья, долбает, я бы сказал. Но это мы с вами, конечно же, проверим. Да, сразу хочу обратить внимание на подсветку. Подсветка, смотрите, какая. Очень яркая. Светит точно в зону
в рабочую зону, в зону сверления. То есть обычно здесь стоял светодиодик, который создавал даже тень, наверное, я бы сказал, да. Ну а здесь уже все продумали и сделали отлично. Очень яркий светодиод, отлично подсвечивает. Ну, опять же, кнопка реверса, она же кнопочка блокировки в среднем положении. Нажать ничего нельзя, кроме как включить лампочку. Патрон. Патрон самозажимной. Имеется блокировка. То есть блокировка не электронная, блокировка механическая. Путем щелчка патрона. Слушайте, слушаем. Надеюсь, слышно. И все, мы можем зажимать, отжимать, что хотеть делать. Патрон у нас не провернется никогда. Патрон зажимает, по-моему, от миллиметра до 13 миллиметров диаметром сверлышки. Опять же, самозажимной с этим вот плавающим колечком. Плавающее колечко бывает очень удобно, когда надо двумя руками чего-нибудь там прицелиться, да, и поехать сверлить. Вот я держу руками за кольцо, видите? То есть придерживаем одной рукой и целимся куда нам надо. Что у нас указано на этикетке? На этикетке у нас указано 150 ньютон, значит напряжение 21 вольт батареи, максимальное зажатие сверла 13 миллиметров и две скорости. То есть первая скорость это от 0 до 800 оборотов и вторая скорость от 0 до 2000 оборотов. Вот это мы сейчас с вами и промеряем. Включаем наш лазерный тахометр. Итак, давайте сожму губки. Проверяем сразу на кольце. И на кольце у нас без данной отражаечки должно показать 0. Поехали. Имеем 0. Можем смело измерять. Наклеиваем отражайку. Так сказать, индикатор для нашего тахометра. Переключаем на первую скорость. Первая. И у нас заявлено, мы все помним, от 0 до 800. Не буду я промежутки мерить. Промежутки здесь есть усилием нажатия кнопки. Вот, то есть все отлично, но по виду здесь не 800 оборотов. Поехали. Будем на максах. 433 оборота. Еще одно измерение. Все тех же 433 оборота. То есть практически половины заявленного у нас нету. Измеряем вторую скорость. А мы помним, что она должна быть порядка 2000 оборотов. Вперед, поехали. 1850 будем считать, да? Но это буквально близко к заявлению. Итак, еще одно измерение. Ну, 1860. Измеряет лазерный тахометр точно. Поэтому будем ему как бы верить, да? Вот. Ну а с первой скоростью они как бы промазали. Что-то неправильно написали. Да, и в названии, и в магазине указано, что, допустим, шуруповерт Людиви, да, там BL150 его маркировка, 4000 ньютон. Ну, это просто, я так понимаю, ошибка, так как на картинке уже написано вот то, что написано здесь, 150 ньютон. Так, теперь сделаем развесовочку. Итак, весы. У нас весы на ноле. Взвешиваем вместе с 7-амперным аккумулятором. 7,5 амперным. Итак, 2 килограмма 80 грамм. Без аккумулятора. Ага, без аккумулятора он даже стоять не хочет. Или это шлеечка мешает. Килограмм 236 грамм. Вот. Ну и кому уж совсем интересно, давайте взвесим со всеми потрохами. Уж заодно зарядочку нашу. И мы имеем 160 грамм зарядки. Рукоятку, наверное, забыли, да? Тоже отдельно мы ее взвесим. То же самое, 164 грамма. Так, народ, все, наверное, показал, продемонстрировал.
Теперь мне есть такое желание разобрать сей чудный девайс и посмотреть, что в нем внутри. Думаю, такое желание присутствует и у вас. Видите, здесь тоже у нас есть 4 винта, какая-то установлена крышка. Это в каком-то из, по-моему, в гламурном гайковерте Камоле, там тоже была крышка, под которой было скрыто еще 2 винта. Ну вот, будем разбирать, посмотрим. Так, открутил я крышку первым делом, снимаем крышку. И что мы видим? Крышка является опорой для подшипника нашего двигателя. А если попробовать теперь вытянуть ротор. Опа! И мы видим шестеренку. Ну и вот такой вот, друзья, ротор. Ротор довольно-таки массивный. Разбираем дальше. Ну, опять же, мы видим бесщеточный двигатель, 6-обмоточный. Не особо большой, но, я бы сказал, для такого малыша не особо и маленький. Раскрутил 4 винта, которые держат патрон-редуктор. Пробуем снять. Видимо, у нас ничего не получится. И придется раскручивать полностью весь корпус. Продолжаем. Так, народ, выкрутил я все саморезы. Их всех 14 штук. То есть 4 на крышке и 10 на самом корпусе. И пробуем все это дело разобрать. Очень все плотно посажено, туго и хорошо. И это хорошо, да? Светодиод мы сюда. Что ж тут не пускает нас? Опа. Так, ладно, кнопочку потом. Вывалилась наша площадка. Да, друзья, не сказал я вам, что хоть здесь есть и кнопка, но она никакой функциональной нагрузки не несет. Здесь ничего не переключается, здесь максимально показан заряд батареи. Так, ну и смотрим, снимаем всю эту нашу беду. Далее я не полезу, друзья. Вот так выглядит наш редуктор с патроном. Клавиша переключения скоростей. Там шестеренки тягают наши. Смазки предостаточно внутри. Мы все видим, она такого желтого цвета, да. Вот. Ну и совсем легкая вещь. Вот наш корпус двигателя. Он не такой мощный, провода не такие толстые. Опять же имеется площадка под аккумулятор. И опять же у нас имеется вот такой вот контроллер. Маркировка контроллера. Так, как тут правильно? Вот так. Думаю, вам будет видно. Людям интересно, какие контроллеры установлены. Ну и в принципе больше ничего. Конденсатор на 1000 микрофарад установлен. По пайке. Пайка, в принципе, отличная, блестит. Ну и кнопочка управления нашими оборотами. В принципе, тут как бы больше и смотреть нечего. Значит, сейчас я собираю. И, наверное, мы пойдем на чем-нибудь, как-нибудь протестируем. Так, народ, собрал я наш шуруповерт. Шуруповерт после разборки работает отлично. И решил я разобрать данный один аккумулятор, посмотреть, что там внутри. Ну и вот что мы, соответственно, видим внутри. В принципе, платка простая, да. Но я думаю, что эта плата имеет все защиты. А вот температурную защиту, смотрите, по-моему, она не имеет. Так, для пущей убедительности давайте мы открутим и посмотрим поближе под платой, что творится. Пайка, кстати, я бы сказал, отличная. Вот давайте, я пока ничего не снимал. Блестящая и надежная. Так, поднимаем плату. Смотрите, где датчик температуры. Вот это вот черная пипка, это есть датчик температуры, который контролит у нас не сами банки, а просто вот приложили его к плате кверху. На таких вот коротких проводочках. Короче, вот этот вот температурный датчик, друзья, надо присобачить ближе к банкам.
Я сделаю, наверное, попроще. Вот таким образом, когда плату прикручу, он просто прижмется к банкам. Так, ну а теперь нам достать и посмотреть все это дело. Имеется 3 ряда. Приварены, в принципе, отлично. По 4 точки везде. То есть сборка, я бы сказал, отличная. Что у нас по элементам? Так, бликует, не вижу. Элементы, по крайней мере, написаны 2,5 мАч, 3,7 вольт. Так, а маркировки никакой-то я не вижу. 9,25 Вт-час. 20,24,07,20. Что-то стоит. Дата производства, что ли. Ну и здесь 18650. И никакой больше маркировки. Может быть, по штрих-коду что-то можно и считать. Так, ну да ладно. Имеем и имеем. Давайте эту платку я прикручу на место. Куда ж ты убежал? Так, термодатчик у нас, проверяю, прикасается к батарейкам, к элементам. Друзья, не буду я гонять его на емкость, да. А вот внутреннее сопротивление сборки целиком и в параллелях мы с вами, конечно, давайте проверим. Так, смотрим на датчик. Датчик у нас, вот видите, прекрасно себя чувствует, на самих элементах лежит. Но, конечно, его лучше либо намертво заклеить каким-либо суперклеем, либо скотчем. Ну, а так тоже ничего. Так, меряем теперь внутреннее сопротивление на целые батарейки. Для этого используем приборчик. Прикупил я RC3563. Так, что у нас по щупам? По щупам у нас, как мы видим, есть какие-то тысячные миллиома. Вот, но как пишет производитель данного прибора, кстати, данный прибор, кому известен такой прибор, как магазин сопротивлений, вот, проверил я лично на магазине сопротивлений. Все показывает точно. Итак, меряем сопротивление, то есть, да, сопротивление самой сборки. Итак, у нас 19 вольт на аккумуляторе. Понятное дело, аккумулятор пришел не полностью заряжен. И сопротивление общее 26,3 миллиома. Что я считаю более-менее отлично. Ну а теперь давайте сопротивление по параллелям. По параллелям. Итак, у нас 7,4 будем считать, да. И это нам нужно умножить на 3. Грубо 20 либо 22 ома у нас будет миллиома будет одна банка. Но если отбросить, конечно, сопротивление всех этих вот пластин никелевых, ну, примерно, я думаю, миллиом 20 на банке. Конечно, не супер айс, но тоже ничего, я считаю. Смотрим здесь. Давайте сразу и балансировку смотреть. Где-то наш контакт пропал. Так, 3,946. Здесь у нас тоже 3,946. Сопротивление такое же. Здесь 3,940. Сопротивление такое же. 3,948. Сопротивление такое же. И последняя параллель. Все одинаково и все сбалансировано, как мы видим. Поэтому данный аккумулятор, я думаю, будет работать отлично. Особенно на данном шуруповерте. Конечно же, он не супер высокотоковый получится, но я считаю, что за эти деньги, за этот комплект, эти аккумуляторы достойны, в принципе, уважения. Не знаю, как они будут деградировать. Если греться сильно не будут, то и деградировать особо сильно они не будут. Так, все, народ, собираю аккумулятор и идем мы с вами чего-нибудь там тестанем. Так, народ, ну что, попробуем завернуть глухарь 8-ку, 100-ку, по-моему, или 80-ку. 80-ку, да. И глухарь 6-ку, 120-й в березовую колодку. Так, будем заворачивать в режиме шуруповерта.
И усилие максимально. Посмотрим, на что он годится. Так, на первой скорости, потом вторую добавим. Поехали. Вообще без напряга. Шестерочка вошла, 120-я. Как в том мультике про Винни-Пуха. И входит, и выходит. Так, меняем головку на 13. И пробуем восьмерочку глухарик. Поехали. Все, сработала трещотка на 20-ке. Давайте добьем в режиме сверления, посмотрим. Легко. Легко. Больше, к сожалению, 210-го глухаря я крутить, конечно, не буду. Смысла в этом нет. Это не ударник, не импакт. А вот сейчас попробуем загнать сверлышко в бетон. Посмотрим, как сверлит в режиме удара. И посмотрим еще на перьевом сверле 50-м. Потянет он или не потянет. И уже относительно этого будет понятно, возьмет ли он реально ледобур. Поменяли локацию. Будем сверлить кусок моего бордюрного камня. Бордюр заводской, не самопальный. Сверлом на 8. Итак, сверление с ударом, сверло на 8. Погнали! Так, добавим оборотов ему. Как видно, загнали сверло в короткий промежуток времени по самое не балуйся. Супер. Ну что, переходим к последнему тесту. Будем пилить брус 100 мм. Брус не гнилой никакой, даже вот в свое время пропитанный отработкой, с соляркой, по-моему, его пропитывал. Ну и сверлить будем пером 50 мм. Давить не буду, нежно, аккуратно. И использую, конечно, рукоятку. Поехали. Ну, а потом временами буду поддавливать, смотреть, как оно закусит, не закусит. Вперед. Значит, сверлим в режиме сверления и на максимальной второй скорости. Вот, видите, чуть-чуть давянул, закусила. Я там пошел подкладную доску сверлить. Да, почти вылет. Вот такое вот дупло получилось. Ну, до конца добивать не буду. Видите, там уже есть просвет. Вот, то есть вышло на вылет. Вот какой короткий промежуток времени. 50-е перьевое сверло. Я считаю, просто шикарная работа. И данный шуруповертик могу смело, друзья, вам рекомендовать. Опять же, не знаю по сроку службы, как вот уже мои старые инструменты работают. Думаю, ничего здесь проблемного не будет. Будет работать и радовать меня и вас, в принципе. Все, всем спасибо, кто был со мной. Кому я так долго надоедаю своими длинными обзорами. Всем удачи, здоровья, пока, до новых видео. Желаю, чтобы все.